Ребята, приветствую всех и каждого. Всех, у кого есть Тесла, либо Теслы нету. Если кто-то ищет в интернете какую-нибудь очень важную, сверхпроверенную, полезную информацию, это явно не мой канал. Мы здесь просто общаемся, обмениваемся опытом, информацией, а самое главное эмоциями, которые мы получаем от этой жизни. В чем сильно помогает вообще улучшить качество жизни? Это автомобиль Tesla. На нем я передвигаюсь уже 2,5 года, и это реально просто восторг. Мы ездили в отпуск уже на нем 4 или 5 раз в разные страны. Этим летом у нас вообще очень большая ставка на этот автомобиль. Мы поедем в Испанию, исколесим ее, поедем во Францию, исколесим ее тоже, там будет множество всяких адресов. В общем, 3 недели отпуска, и все это на электротяге. Куда я еду сегодня? Вы увидите ответ на этот вопрос в следующем выпуске. Он будет посвящен дополнительным аксессуарам. Сегодня, ребят, хочу вам рассказать про электротягу. Вообще, что это такое? Каково это владеть машиной? Наверное, за 2,5 года вы скажете, она старая, или надо это видео переключить, потому что у тебя старая Тесла, не Юнипер. Так вот, прикол в том, что, ребят, она постоянно обновляется. У меня есть все функции, весь функционал, который есть у самого последнего автомобиля. Сегодня мы немножко парим в воздухе, видите, навигация сместилась. Не знаю почему, но я вот еду где-то в поле. Смещение где-то 10-15 метров. Но такое бывает. Не знаю, с чем это связано. Может быть, туч много, хотя ни одного облачка. Прям чисто яркое солнце. Сейчас мы попробуем это вылечить. Ребят, прямо на ходу. Смотрите, мы включили автопилот, закрыли камеру. И нажимаем вот эти 2 кнопки прямо на ходу. Смотрите, что будет. Автомобиль Tesla сейчас будет перезагружаться на ходу. Прямо вот так, с включенным автопилотом. Это помогает, когда вы едете в другую страну, пересекаете границу, и сим-карта минут 10-15 не получает никаких данных, и у вас карты не загружаются. Прямо так на ходу перезагрузку делаем, и это происходит гораздо быстрее восстановления интернета. Значит, на канале будут выпуски про спойлеры. Не те спойлеры, а именно спойлеры, которые устанавливаются на машину. Карбон матовый, карбон глянец. Вот эти оба варианта я сейчас везу Аруэлю, и мы будем их сравнивать, устанавливать. Сначала я поставлю ему, а потом, когда вернусь, вместе с дочкой мы снимем мой неоригинальный спойлер пластиковый, с которым я ездил. Ой, наверное, год, да. Он меня довольствовал, вполне неплохо, нравился. Посмотрим. Перезагрузка помогла. Видите, все, теперь мы точно позиционируемся на навигации. Ну, это просто замечательно, ребят. Заодно в этом выпуске вы сможете посмотреть, как работает грузик. Вот машина не просит абсолютно ничего подергать. Это очень удобно. Но так как у нас базовый автопилот, впереди кольцевая, мы отключаем ассистент и заруливаем ручками, потому что кольцо не умеет базовый автопилот проходить. Ребятки, читаю ваши комментарии. Ну это просто вообще. Мне так кажется, я на это надеюсь, что адекватные люди, они посмотрели видео и ничего не пишут. Другой контингент, он начинает писать. Но не все, есть еще и хорошие комментарии. Их очень мало, но они есть. Поймите, нету ничего в этом мире вот правильного. Например, правильного экрана за рулем. Кому-то он не нравится, кому-то он маленький. Поэтому невозможно утверждать, что вот это подойдет всем и так должно быть у вас. А если у тебя этого нету, то тогда ты вообще отстой. Ну, нету такого позиционирования в моих видео, ну вообще ни разу. Наоборот, вот я выбираю, мне нравится, ставлю, от души делюсь. Но порой читаю просто такое, что думаю, окей, может не с той ноги человек встал. Ребята, вот 2,5 года на электротяге, как же много всего изменилось в моей жизни, я уверен, и в вашей тоже. Этот автомобиль, эта технология дарит реально такую уверенность, такое спокойствие. Не та уверенность, которая есть у владельцев BMW, повелителей левых рядов. Нет, я не про эту. Наоборот, умиротворение, спокойствие, равновесие. Вот это то, что необходимо нам. Чем старше мы становимся, быть в равновесии с самим собой, с природой, с родными, близкими. Находиться в адекватной гармонии. Не настолько в гармонии, чтобы тебя в сумасшедший дом близкие сдали, но
спокойным надо быть. В общем, эта машина нам реально это дает. Мы даже будем брать вторую электромашину в семью. Ребята, которые не знают историю канала и думают, что эти автомобили доступны, наверное, очень обеспеченным людям, у которых есть там частные дома, очень хорошие зарплаты по 100 тысяч долларов в год и выше. Ничего подобного. Я работаю на самой простой работе. Я эмигрант, приехал сюда, в Германию, почти 4 года назад. Работаю в дорожной сфере. Делаю контроль дорожной безопасности. Все ли знаки стоят, все ли хорошо, все ли по плану. Когда происходит какая-то реконструкция в городе, мы должны обеспечивать дорожными знаками, чтобы людям не было дискомфортно, потому что они идут и не могут больше пройти, машины едут и не могут больше проехать. Поэтому нужны знаки объезда и так далее, куча всяких нюансов. Вот раньше я их монтировал, ставил эти знаки, заборы. Очень тяжелая физическая работа быть монтажником дорожной безопасности. Последние 2,5 года я работаю контролером, езжу только по объектам, фотографирую, делаю работу, та, которая подсильна. Если заборы валяются, я их поднимаю, знаки там кривые, я их исправляю. Пишу протоколы, делаю фотографии. В общем, очень довольно-таки юридически ответственная и важная работа для нашей фирмы. Так вот, к чему я это все веду, ребят? Работаю на самой обычной должности. Имею самую рядовую обычную зарплату для Германии. У меня нету дохода там 100 тысяч евро в год. Эта цифра даже в 2 раза меньше, я вам могу сказать, смело в 2 раза меньше, чистыми нетто, она в 2 раза меньше. Поэтому мы можем себе все равно позволить эту машину. Просто другой момент, что в некоторых странах, наверное, нету финансирования 0%. Нету такого клиентоориентирования, как здесь. Тут, допустим, ты можешь даже каско не делать, не страховать свою машину. Но разобьешь и будешь платить кредит. Ну, печально. Поэтому у меня есть кредиту, есть полная каска, которая стоит 1100. Сразу же 5 комментариев внизу. Врешь, врун, не бывает. Нет, это не каска, это какое-то говно. Ребята, такое бывает. Много чего в этом мире вообще бывает. Если у вас не так, это не означает, что такого не бывает. Ребят, поэтому записывайте видео и делюсь, чтобы вы что-то узнали новое. Не как-то выпендриться, не чему-то вас там научить, а наоборот поделиться тем опытом, который есть у меня. И если что-то будет для вас новое, либо под сомнением, ну напишите и спросите, а как так, а подскажи. Чего вы все сразу же в штыки? Но у меня к вам претензий вообще нет. Самое главное, канал уже набрал 15 тысяч подписчиков. Буквально 1,5 года назад я выпускал видео, где я радовался 100 подписчикам и говорил, давайте дадим под хвост. Так быстро я набрал 100 подписчиков, и мы сейчас разгонимся от 0 до 100. Я покажу вам, как эта тачка за 4,4 это делает. В общем, ох, сколько времени же утекло. Как же прекрасна эта жизнь. Спасибо, что вы смотрите мои видео. Я неимоверно рад читать ваши комменты, любые, хейты, позитивные, да какие угодно. Потому что вы такие, какие вас создал Господь, либо которыми вы себя сами сделали. И я это уважаю. Вот. Пока ваша свобода не начинает ограничивать мою, я буду показывать вот так. Вообще, ребят, для чего это видео? Ну вот пока еду, посмотрите, какие дороги. Как работает базовый автопилот? Нужно ли покупать, допустим, ФСД? Можно я одену очки, потому что мне немного солнце светит? Стоит ли вообще это своих денег? Вот нам вот этого вполне достаточно. Братец, у которого нету Теслы, ты думаешь ее купить? Не гонись за ФСД и за всем остальным. Вот она едет по трассе сама. Поставил вот такой командор. Могу вот здесь кнопочку нажать. Вот на бардачке могу здесь поворотником спокойно. Вот смотрите, поворотник включается. Произошла передача управления. Мы ехали на круиз-контроле. Сейчас включился автоматический автопилот сам. И не нужно ни за что платить. Берешь командор, и у тебя автоматически, чтобы вот так вот не нажимать каждый раз. Но очень удобная штука. Не хочу ехать быстро, иначе на видео будет шум. Давайте поедем спокойно. Да, шум. Тесла шумная машина. Все это говорят и считают ее реально шумной. Почему так кажется? Нету мотора, нету никаких звуков. И
Поэтому нам ничего не остается слышать, как ветер шелестит, как машина мимо проезжает. Но поверьте, здесь это максимально тихо, реально. Я еще ни в одной машине не ездил за 50 тысяч долларов, чтобы в ней было настолько тихо. Изначально с завода. А что тут уже говорить об автомобилях Uniper? Канал вообще позиционируется на том, что я делюсь дополнительными аксессуарами. Я вам их не впариваю, всего лишь выбираю то, что мне нравится, мне запало в душу, и я это снимаю с максимально такой творческой подачей, с подсъемами, дронами, чтобы вам было интересно смотреть. В будущем интересы будут расширяться. Сейчас набираюсь опыта снимать. Мне очень нравится снимать, продюсировать, думать насчет сценария. Красивая картинка, чтобы была, плавные подсъемы. Ну, идеально, чтобы камера двигалась, как в кино. Нету никакой задачи вам чего-то навязать, продать, впарить. Парни, то, что мне нравится, то, что я ставлю в свою тачку, вот это вы можете видеть на моем канале. Кстати, телега. Добавляйтесь туда. Неимоверно большое количество информации лично я черпаю для себя, и каждый день кто-то допишет: вау, не знал, спасибо, парни, все классно. Мы все друг другу помогаем, подсказываем. Блин, ну это круто. Чтобы вас не напрягала телега, ну выключайте уведомления, чтобы они вас не бомбили, и заходите в чат тогда, когда вам удобно. Какие изменения были за эти 2,5 года? И самое важное, лично для меня, с чем я хочу поделиться: никогда не бывает худо без добра. Вот мне компания Tesla ремонтировала одно, ломала другое. Постоянно что-то у них происходило. Казалось бы, это мучительно. Это время стоит и всего остального. Да, вы правы. По факту так и есть. Но сервис возле меня рядом. Мне подарили новый комплект резины. Куча всего. Заходите, целых 3 видео прям вот про все мои сервисные истории за 2,5 года. Вот они. 1, 2, 3. 3 выпуска. Ссылки будут в описании. Мне не просто устраняли какие-то дефекты, а установили новую систему теплообмена. То есть тепловой насос. Это очень-очень круто. Вот, допустим, на данный момент захотели дворники почистить стекло, и видите, селектор вот этот выскочил. На данный момент вот мы едем по трассе, там 100 или сколько скорость средняя, я не знаю, 16 киловатт. Кондей шпарит по максимуму, на улице 23 градуса. Я здесь даже порой вижу цифры, сейчас просто греется батарея и все остальное. 11-12 киловатт. Дешево ли передвигаться на электромашине? Ребята, однозначно, как минимум в 2 раза, где бы вы ни заряжались изначально, это дешевле. Я уже просто устал об этом повторять в своих видео. Вот легко рассуждать об экономии, когда у тебя машина за 50 тысяч. Но есть еще один вариант: купите за 25 бэушную. Вы можете взять там 2-3 годовалую. Она также будет вам экономить деньги. И вы ничего не потеряете спустя годы владения. Нету 25 тысяч, ну, значит, проблема в качестве жизни. Меняйте. Вот у меня были проблемы в качестве жизни, я этого долго не понимал, старался, карабкался. И ничего не получалось. И все время бесконечно искал всегда ошибки в себе. Вот тут я был неправ, тут неправильно сделал, здесь я допустил ошибку. И вот такая бесконечная череда лет так примерно с 16 и до 35 лет. Просто опыт, а выхлопа никогда не было. Именно поэтому в один прекрасный день я проснулся и понял то, что довольно надо просто менять место жительства, менять свою работу, все кардинально изменить. К черту вообще всю бытовуху, все, что держит, друзья, знакомые, ничего страшного, будут новые, самые лучшие всегда будут на связи, самые близкие сердцем. Что мне нравится в Германии? Реально отношение к рабочему. Я могу в рабочей грязной одежде зайти в банк, зайти куда угодно, и на меня никогда не посмотрят косо. Наоборот, если видят, что ты работаешь, это вызывает уважение. Даже у обеспеченных, богатых людей, в статусных каких-то местах. Наоборот, вот рабочий, ему надо помочь, и пускай он дальше идет, работает. Потому что на рабочих все держится. Вот реально, если не будет рук, какие бы ни были управленцы, какие бы ни были там инвесторы, как бы все не было хорошо, бизнес-план, все удачно, все складно, но если нету рабочего, который будет это реализовывать, ничего в этом мире невозможно. Поэтому
рабочий – это база, основа. И в Германии это понимают, это уважают. Нету вот этой брезгливости. Поэтому я вообще никак не страдаю от того, что приехал сюда под 40 лет мне уже. Вот скоро 40 стукнет, и я начал просто жизнь с нуля. Это нормально. Поэтому рекомендую это делать всем. И сразу же у вас появится возможность, я уверен, копить на жилье, купить машину новую. Такие базовые потребности здесь удовлетворяются вообще легко. Тут люди живут и не задумываются. У них нету вопроса, что поесть. Реально заходишь в продуктовый магазин, ты можешь заморочиться, там, делать вот эти ангиботы, скидки. Я вот живу, просто покупаю все, что вижу. И вы знаете, вот у нас уходит в месяц, 800 где-то евро на всю вот эту бытовую химию, на питание, на все вот эти бытовые нужды для того, чтобы жить, кушать, стирать. Это 800-900 евро. Кафе, рестораны еще там 200 евро сверху. И вы знаете, вот эта вот цифра 1000, она вообще не бьет по карману. Конечно, было бы хорошо, если бы она лежала на столе, но тогда жить будет грустно. Надо кушать хорошо и где-то развлекаться, куда-то ходить. Достаточно не курить сигареты и не употреблять алкоголь. И это уже довольно-таки большая сумма для того, чтобы ее инвестировать в улучшение качества своей жизни. Кстати, насчет продуктов. В Германии, хочу сказать, реально крутые продукты. Я вот хожу в магазин Lidl, Rewe. Я не знаю. Есть там с надписью био, не био, что-то, просто класс. Я понимаю, на молекулярном уровне оно отличается, но я вам хочу сказать, ни разу не отравился, ни разу не поймал какую-то аллергию. Действительно качественные товары. Если это фисташки, то они все раскрытые, там есть 3-4 штучки на полкилограмма, и они качественные, они не стухшие. И так во всем. Любой продукт, он имеет тотальный контроль, судя по всему, и нету вот такого низкого качества продуктов, как вот я видел, проживая в России, давным-давно в Украине, в Беларуси, в разных бывших странах СНГ. В общем, переехал, не жалею, работаю на обычной работе работягой, на все, слава богу, хватает при разумных тратах, отсутствии транжирства и всяких вредных привычек. Вообще без проблем. В отпуск съездить в основной на 2 недели полноценных проблем никаких нет. Раз в году мы умудряемся съездить вот сейчас на 3 недели, и 2 раза по 1 неделе мы еще съездим в Италию и там, где поближе, посмотрим во Францию. 3 отпуска будет. Я не считаю там выходные поездки там на всякие фермы и все остальное. В общем, кто жалуется на жизнь в Европе, вам реально надо просто откатиться, прокатиться, точнее, на годик на ваши родные места, откуда вы изначально приехали и давно вас там не было, и попробовать поработать, пожить там. И пожить не на накопленные деньги с проданной недвижимости здесь, как многие тут, вот, я уеду березки обнимать наконец-то, продам свою хату за 300 штук и там себе смогу. Попробуйте, вас там кинут, обманут, потому что здесь в Европе, настолько здесь шоколадные условия для жизни. Здесь все как божьи одуванчики, реально. Вот, не сталкиваются они с теми проблемами, с которыми мы были каждый день, варились. В общем, с эмиграцией вопрос закрыли, я вам рассказал. Теслу, как я купил, кому интересно, с 24 параграфом. Кто в теме, тот понимает. С ограниченным аусвайсом. По биометрическому паспорту заграничному. Рассрочка на 5 лет, пожалуйста, без процентов. Я себе взял, никаких проблем я тут не вижу. Очень важно иметь хороший рабочий трудовой контракт. Финансирование, пожалуйста, одобрили. То есть не нужно зарабатывать каких-то гигантских денег. Просто посчитайте, чтобы вам на все хватало. О, Роэль звонит. Сейчас, секунду. Я еду, сейчас тебе скажу, куда. Секунду. Мы встречаемся там, на Кауфланде, да? Да, как мы говорили, да. Сейчас я перепроверю, туда ли у меня маршрут. Сейчас, секунду. А то, наверное, у меня на твой дом стоит. Да ничего страшного, это 11 километров оттуда, так что как бы плюс-минус 15 минут, это ничего страшного. Ага, замечательно. Сейчас я тебе скажу, так, отправляю на Теслу. Секунду.
Так, пишет час 17. В 17:00 буду. До встречи. 17:00. Да, давай, до встречи. Все, давай. Угу. Пока. Так что все идет своим чередом. Нас все устраивает. Канал растет. Вообще, для чего я снимаю видео? Прежде всего, поделиться эмоциями. Мне здесь жить немножечко скучно, потому что я иммигрант, у меня здесь нету ни друзей, никого. Очень много только благодаря комьюнити тесловодов. И мы можем вот общаться на темы Тесла друг с другом, уже как-то жить стало легче благодаря этому. Поэтому выпускаю видосы для того, чтобы поделиться позитивной энергетикой, научиться снимать видеоролики и сделать так, чтобы не быть привязанным вот к какой-то работе, чтобы YouTube обеспечивал мои базовые нужды семейные, покрывал все расходы, чтобы вот доход был немножечко больше и стабильнее, чем на обычной работе. Над этим я вот плотно работаю, поэтому вы будете видеть контент гораздо качественнее, интереснее, и съемки будут становиться все длиннее, сложнее, технически, но гораздо красивее по содержанию. Будут путешествия, будет лайфстайл, да всяко разное. В общем, буду пробовать. Кстати, вот это вот видео, оно вот именно экспериментное. Едешь и болтаешь, как говорят, говорящая голова. Но головы вот с двух сторон буду снимать, не могу на одну камеру. Значит, про машину. Ничего, ребят, не готов вам сказать, чтобы где-то она меня как-то наказала. Блин, ну реально технологии будущего. Неимоверно довольны, счастливы. И вы знаете, я думаю, любая машина, она может подарить вот эти ощущения. Главное, чтобы вы могли это содержать. Никто не говорит, и я не утверждаю, что автомобиль Tesla, он самый лучший, продвинутый, а все остальные, они хуже. Ничего подобного. Автомобиль лучше тот, который вам нравится, приносит удовольствие, который не ограничивает ваш семейный бюджет, и вы можете его себе позволить. Пускай их будет даже 2, 3, 4, да сколько угодно. Главное, чтобы это не было проблем у вашей семьи в связи с этим. Машина вычислила то, что у меня грузик висит, но ничего страшного не произошло. Включим снова. Давайте. В этом сезоне колоссальное количество апгрейдов и аксессуаров. Я не знаю, как я это все буду снимать, монтировать, учитывая то, что летом у меня очень много работы моей основной. Но буду как-то стараться. Днем работать, ночью монтировать, ночью работать, днем монтировать. В общем-то, как-то так. Сейчас мы с вами приедем, покушаем шашлычка, пообщаемся с моим подписчиком. Довольно-таки позитивный человек, веселый. Мы с ним на связи уже вот чуть больше года. Все началось с того, что он мне написал комментарий: я вот купил Теслу, пожалуйста, помоги мне в ней разобраться. Это вот новая технология, но знаете, как человек раньше пользовался кнопочным телефоном, и тут появился iPhone, и нету кнопок. Здесь то же самое. И мы встретились, вот год с лишним назад записали видео. Недавно вот тоже, уже год спустя записали еще один обзор. Вы знаете, все, с кем я общаюсь, никто не жалеет. Абсолютно никто. Вот те ребята, которые обеспечены, у них нормально все там по деньгам, у них далеко не одна машина имеется. Даже у них есть тачки, которые стоят там 100 тысяч и больше, но при этом Tesla для них это вообще отдельная история и песня. То есть нельзя мешать как бы одно с этим. Это разное. Поэтому даже вот я поражаюсь, люди обеспеченные, они все равно даже Tesla покупают. Это удивительно. Значит, что касаемо вот зарядки. Вот живу я в квартире, у меня нету розетки. У меня два варианта. Заряжаться, даже три. Заряжаться где попало в городе, но это стоит дорого. Больше 50 центов за 1 киловатт. Мы находимся в Германии. Ездить на суперчарджер, который находится в 5 километрах от меня, ночью за 20-30 центов, я не знаю, какие там цены. Вот второй вариант. Третий — заряжаться на работе. Пока работаешь, тачка заряжается. Поэтому вот в моем сценарии у меня нисколько машина не забирает моего личного времени для того, чтобы ее зарядить. Ребята, которые ездят на бензине, дизеле, прежде всего не переживают за то, что как вообще можно заряжать машину в дороге, тратить вот там 30-40 минут своей жизни.
Да, очень легко и просто. Во-первых, не нужно доводить заряд батареи до такого, чтобы ее требовалось заряжать 40-50 минут. Проедьте 200 километров, заедьте на зарядку на 30% и уедьте на 70-80. Этого будет достаточно, чтобы проехать 200-300 километров. И у вас этот процесс будет занимать 300 километров всего лишь 10-15 минут максимум. Вы не успеете даже сходить в туалет и попить кофе. Поэтому это не отнимает много времени, вообще никак. То есть это ситуация, когда мы едем в отпуск на дальнее расстояние. Если у вас зарядка отнимает 40 минут, это не убыток вашего личного времени. Вы посчитайте, сколько вы зарабатываете за 40 минут или, окей, вместе с дорогой час на вашей работе. Я думаю, то, что большинство вообще людей, зрителей, они не имеют даже 20 евро в час. Так вот, когда вы приезжаете на зарядку, и вы экономите как минимум 2 раза, передвигаясь на электромашине. Соответственно, заехали бы вы, заправились бензином, отдали бы 100 евро. При самом дорогом раскладе вы отдадите за зарядку автомобиля 40 евро. То есть вы 60 евро сэкономили. Вопрос, где вы заработаете за 1 час 60 евро? Это вот касается ситуации моего класса. Вот я варюсь в классе уверенно чувствующих себя нищебродов. Поэтому, ну о чем тут можно говорить? Даже если нужно подождать, я не вижу в этом никакой трагедии, и мы ни разу не в убытке. Поэтому считайте, что вы просто съездили как на работу и сэкономили денег, не потратили их, и инвестируйте их в эти мысли. Таким образом вам будет легче. Насчет потери стоимости цены электрокара с годами. Есть вот мысли, хочу поделиться на этот счет. Я купил новую машину, отдал за нее 51 тысячу. Точнее, отдаю каждый месяц по кусочку, без процентов. Через 5 лет, если я захочу продать эту машину, в лучшем случае, я так думаю, это 25-30 тысяч. В этом диапазоне будет стоить этот электрокар. И многие считают то, что 25, если я за 25 продам, то я 26 тысяч потерял. Вообще ни разу. Не раз уже приводил подсчеты, и сейчас еще раз вот прикрепляю. Смотрите, сколько я сэкономил на финансировании. Не переплатил за кредит за счет рассрочки 0%. Уже сумма сэкономлена. У меня каска дешевле. И причем автомобили я сравниваю равные по классу. То есть это SUV, 1500 лошадиных сил. Не какой-то там Renault Zoe 100 лошадиных сил. Транспортный налог я не плачу в год, посмотрите цифру, вот порядка 1500 евро я не плачу транспортного налога. На парковках экономия тотальная, просто я везде бесплатно паркуюсь. Да, везде бесплатно, я не заезжаю в эти паркинги, там где билетик взял и нужно заплатить. Я встаю на общественные места, всегда нахожу места везде и делаю это бесплатно, так как у меня электромобиль. Разница в стоимости километра передвижения, по моим подсчетам, она составляет в 2 раза, только на энергоносителях. В моем случае, лично в моем, я ведь вообще за зарядку не плачу, потому что снимаю видео, вы покупаете Tesla по реферальной ссылке, получаете за это привилегии, бонусы от компании Tesla, и я в том числе получаю вознаграждение благодаря тому, что вы берете по моему рефералу. Спасибо вам, кстати, огромное. Не ради выгоды, а потому что мне это нравится. У меня у самого такая тачка, и я на ней передвигаюсь, поэтому это абсолютно честные рекомендации, не за бабки. И вот мы не летаем на самолетах, мы не ездим на поездах, мы ездим исключительно на автомобиле Tesla, потому что за электричество мы вообще не платим. И при большом желании не платить может каждый из вас, если вы начнете профессионально заморачиваться этим вопросом. Вот когда я приехал в Германию, я долго думал, какую машину взять. Мог себе за 2-3 тысячи евро купить какую-то немецкую тачку и передвигаться на ней, но, если честно, она бы меня просто разула и раздела, потому что здесь дорого стоит ремонт и все остальное. Вот я сейчас могу ехать и общаться с вами.
Я смотрю на дорогу, в любой момент я готов вмешаться, но обратите внимание, как работает грузик на руле, который я брал в компании Test Lounge, ссылку я вот прикрепляю. Это, я не знаю, почему это запрещено, ничего не меняется от того, что я буду либо вот так сидеть как паралитик, либо я буду дергать руль каждые 10-15 секунд. И обратите внимание, камера открыта, и она меня не наказывает. То есть это нормально, что он висит здесь, и тебя даже это меньше отвлекает. Ты смотришь за дорогой и всегда готов. Поэтому не надо писать, что это там запрещенная какая-то вещь. Если вам завтра правительство скажет, что с женщинами спать нельзя, я уверен, 80% так и начнут делать. В общем, мне насрать, что где запрещено, извините, что так грубо, делаю так, как мне комфортно. И самое главное, чтобы это не навредило окружающим. Вот надо всегда думать не только о себе и о своем комфорте, но и о окружающих. Так вот, мое внимание на дорогу, оно никак не страдает. Поэтому никто не подвергается рисками. Но мне нравится общаться, жестикулировать, а не дергать тем временем руль. Так что рекомендую вот эту штуку, ребят. Опять это Audi. Что с тобой не так вообще, чувак? Где твой задний номер? Опять, и как ты меня вообще обогнал? Я не понимаю. Это тот чувак, который едет и спит на автобане. Ну что, друзья, мы с вами интересно пообщались. Пора уже, наверное, подъезжать, заняться делом, потом перекусить, расслабиться и подвести какие-то итоги. Поехали. Кстати, это твоя камера, вот это моя. На всякий Я уже случай. заметил. Да. Я тебе честно скажу, если вдруг она уедет куда-то на 2 недели, я просто с голоду сдохну. Разучился вот это делать. Достать такую штуку от курицы. Ее нужно ударить об торец. И вот так вот, знаешь, что там... Эта штука называется яйца? Да, это же яйца разучился готовить. Все она умница делает, поэтому... Респект, конечно, ты умеешь. А что тут уметь?